Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю необычные морковные лепешки. Это полезно и очень вкусно. Это просто идеальный вариант для завтрака или перекуса. Обязательно сохраняйте рецепт, чтобы не потерять. Для приготовления морковной лепешки мне понадобится морковь натираю на крупной терке. Сюда же к моркови натру на крупной терке сыр. Я использую сыр моцарелла, он очень хорошо плавится. Разбиваю одно яйцо, добавляю по вкусу соль, в зависимости от того, какой вы используете сыр. Немного черного перца. Конечно, все специи и соль добавляем по вкусу. Я также добавлю немного орегано, примерно пол чайной ложки, и немного сушеного чеснока, тоже пол чайной ложки. И хорошо все перемешиваю. Получается вот такое морковное тесто, без грамма муки. Противень я выстелила пергаментной бумагой. У меня бумага хорошая, силиконизированная. Если вы не уверены в качестве своей бумаги, смажьте ее растительным маслом без запаха. И выкладываю на противень вот эту морковную массу. Формирую лепешки. Можно их сделать круглыми, квадратными, прямоугольными, какие хотите. Самое главное, они не должны быть слишком толстыми, чтобы быстрее пропекались. Я буду делать 3 лепешки, такого достаточно крупного размера. Конечно, это количество можно разделить и на 4 штуки. По желанию лепешки сверху можно присыпать белым и черным кунжутом. Я использую буквально по 1 чайной ложке черного и белого кунжута. И теперь лепешки я отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Они должны хорошо подрумяниться сверху. И я ставлю режим конвекция, так как ставлю в духовку сразу 2 противня. Подготовлю начинку. Я буду использовать спелый авокадо, разрезаю его. Мне понадобится половинка. Берите авокадо обязательно такой спелый, чтобы он был кремовый, мягкий. Конечно, начинки могут быть самыми разными. Вы можете завернуть в эти морковные лепешки все, что хотите. Авокадо режу небольшими кусочками. Авокадо сразу надо сбрызнуть лимонным соком. Теперь порежу половинку помидора. И небольшой кусочек красной луковицы. Добавляю соль по вкусу, также немного черного перца и перемешиваю. Можно прямо авокадо немного еще вот таким образом размять. Получается вот такая вкусная начинка. Сальса с авокадо. И я буду сегодня использовать слабосоленую красную рыбу. Я ее, кстати, солила дома сама. Как это сделать, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. Я такую рыбку храню в морозилке. Когда надо, достала, нарезала на кусочки, и вот такая рыбка на столе. Лепешки уже запеклись. Сейчас надо дать лепешкам буквально пару минут остыть, чтобы немного сыр остыл, и можно лепешки легко снять с пергаментной бумаги. Вот такие гибкие, очень классные получаются. Посмотрите, как подрумянилась морковочка, хрустящая. Берем лепешку, выкладываем листик салата, сверху сальсу и кусочки красной рыбы. Закрываем. И получается вот такая просто обалденная закуска. Наполняем следующую лепешку. Это вообще получается такой вкусный, полезный завтрак или перекус. Обязательно приготовьте.